Снова здравствуйте. Перед тем, как поговорить о заявленной теме, еще раз хочу напомнить, что на всякий случай я перенес свои ролики, в том числе на Рутюб, Яндекс.Дзен и Telegram. Но буду выкладывать их также и на YouTube. Сегодня у нас небольшой ролик о том, как можно оформить корешок книги. Один из способов, по крайней мере, довольно доступный. Меня спрашивали подписчики, каким образом я крашу материал, то есть ткань хлопчатобумажную, которую используют для корешков. Да очень просто. Берется хлопчатобумажная ткань, любая с нормально выраженной структурой, и покрывается красно-клеевым составом. Его я готовлю часть мучного клея с ПВА или натрий КМЦ с ПВА, и плюс краситель. Красителем выступает или акриловая краска, или гуашь темпера, в зависимости от того, какой эффект мы хотим достичь. Но вот в данной ситуации смесь с акриловой краской была использована. Покрываем с помощью кисти всю поверхность нашего корешка, который в дальнейшем будем использовать как корешок. И сверху после этого я прокатываю валиком поролоновым, или можно использовать просто кусочек поролона для того, чтобы разогнать вот эти вот полоски, которые у нас остаются от кисточки. В принципе, можно сразу красить поролоновым валиком, например, тампоном поролоновым, но мне удобнее делать это кистью. Получается, достигается пропитка ткани клеевым составом практически полная. Просто валиком такое достигнуть сложно. После того, как ткань высохла, видите, она получается эластичная, гибкая, достаточно прочная, и ее можно спокойно абсолютно уже использовать для изготовления корешка книги. В общем-то, сам коленкор, который промышленного производства, он еще дополнительно проклеивается к бумаге, наклеивается на бумагу. Можем это сделать тоже так же, то есть использовать либо уже ткань прокрашенную сразу непосредственно для изготовления корешка, можно, как вот в этом случае, наклеить с изнаночной стороны бумагу. В данной ситуации конкретной я использовал папиросную бумагу. Приклеиваем мы ее с помощью мучного клея, хорошо промазываем, потом хорошенечко эту бумагу прикатываем. После того, как бумага у нас хорошо расправлена и прикатана, можно корешковую вот эту ткань для корешка просушить естественным способом. Можно немножечко предварительно подсушить с помощью фена, чтобы пленочка образовалась. А теперь непосредственно о оформлении корешка. У меня возникла необходимость нанести на корешок надпись. Я сделаю следующим образом. То есть распечатал надпись на листе бумаги, обыкновенной офисной бумаги, на лазерном принтере. Для оформления использовал так называемую трансферную паталь. Она продается в художественных магазинах. Бывает она разных цветов, металлизированная, серебро, золото. Вот у меня там зеленая, красная. А непосредственным инструментом я пользуюсь паяльником, 30-ваттным паяльником. Пробовал выжигателем, но выжигатель, если у него не стоит терморегулировочное устройство, регулировка мощности, то он просто жжет бумагу, жжет пленку и эффекта не дает. По сути, это один из способов блинтового тиснения, слепого блинтового тиснения с использованием фольги. Вот то, что я сейчас показываю, это у нас насадки для выжигателя, которые можно в данной ситуации использовать. Подготавливаем кусочек фольги, который подкладываем в
клеевым белым слоем вниз, а золоченым слоем наверх под нашу надпись. Я ее закрепляю с помощью кусочков строительного скотча, чтобы наш трафарет это не съезжал. Под него укладываем фольгу. И дальше начинаем пользоваться паяльником как инструментом для блинтового теснения. Вот разогрев этого паяльника, он как раз до такой степени достаточен, что он бумагу не жжет, а производит припайку клеевого слоя к ткани. Это, кстати, можно использовать в том числе на бумаге, в том числе на коже. То есть вот таким вот образом оформлять даже, например, лицевую сторону книги. То есть какие-то рисунки, какие-то рамки, уголки и так далее можно этим способом наносить абсолютно спокойно. То есть требуется только время и терпение, естественно. Ну, с двух сторон как бы ограничители нанесены, надписи. Да, кстати, вот эта вот ткань для корешка. Здесь красителем в качестве красителя использовалась гуашь. И дальше начинаем с помощью паяльника. Насадочка, кстати, может здесь выполнять просто насадка для паяльника с заостренным кончиком. Она достаточно хорошо переносит вот эти вот контуры букв. И контуры любого другого рисунка, если вы будете его использовать для оформления книги вообще. То есть в том числе и какие-то там рисунки наносить на лицевую сторону переплетного материала, переплетной кожи. Просто инструмент надо подобрать такой, который не жгет бумагу. Ну и вот что у нас собственно получилось. Прекрасная, абсолютно читаемая надпись, которую мы впоследствии использовали для изготовления вот такого составного переплета. Это учебник русской грамматики 1910 года. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Всего доброго, до свидания.